Попытка ареста Зеленского и план по ликвидации, заявления Киева и Москвы, гарантии безопасности для украинского президента в тюрьме, спецоперация Кремля. Требование Путина выполнено, официальное заявление МИД России. Масштабная потеря вслед за Украиной. Россия теряет авиацию, удар из ЗРК «Патриот», потеря 2 истребителей. На ножах Киев призвал Орбана остановиться и не пиариться на войне в Украине перед выборами в Венгрии, как отвечает Будапешт. Прикрытие союзника. Какова судьба экс-президента Сирии Башара Асада, скупившего элитную недвижимость на Рублевке и в Москва-Сити? Выдаст ли Путин Дамаску бежавшего лидера после переговоров в Кремле? Масштабные обыски в финансовом сердце Германии. Спецоперация силовиков во Франкфурте на Майне. В заявлениях фамилия Абрамовича. Интимное откровение президента, которого поймали на встрече с трансгендером. Токаев в ярости. Упрек Астаны в адрес соседней страны. В Узбекистане засолили чиновников, а россияне пошли против нечисти. Об этом не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время прятку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. Женщина, пережившая Холокост, замерзла в собственной квартире в обесточенном после удара российских ракет Киеве. В ночь на 13 января при минус 18 в ее квартире прорвало трубы, вода заливала дом и превращалась в лед. Об этом пишет новая газета «Европа» со ссылкой на киевлян, в частности волонтеров, которые время от времени помогали киевлянке Евгении Бесфамильной. В материале говорится, что жители дома искали, где именно произошел прорыв труб из-за того, что обесточенный и отключенный от отопления дом замерз. Все указывало на квартиру пенсионерки. Полиция отказывалась вскрывать дверь и вошла только после давления соседей через открытый балкон. Внутри был каток. Полицейские не ходили, а скользили по льду, а тело женщины оказалось вмерзшим, говорится в материале. А на такой же ледяной кровати, вмерзшая, как мамонт в лед, баба Женя. Ей уже не было холодно, единственной из всех жильцов дома. Возможно, в тот момент она была счастливее всех. Больше не больно, не страшно, не холодно, не темно. Уже не зависишь от волонтеров, приносящих продукты. Киевские власти уже отреагировали на эту публикацию. О прорыве труб в квартире пенсионерки не упоминают, однако пишут, что причина смерти не та, о которой заявляет издание. Информацию назвали фейковой и озвучили заключение медиков. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Латвия готовится к жесткому сценарию на восточной границе. Автомобильные дороги и железнодорожные пути могут быть уничтожены в любой момент. Об этом министр обороны Андрис Спрут заявил в интервью латвийскому телевидению в программе «Рита Панорама». Пока же пути на границе с Белоруссией и Россией не демонтируют, но детальный план уже готов. При усилении угрозы решения будут приниматься мгновенно, говорит Спруц. Он уверяет и говорит, что ни один военный поезд, далее цитата, оккупантов не будет передвигаться по территории Латвии. Рига также заявляет, что усиливает милитаризацию и тратит миллионы на оборону, в частности, наращивая дроновые возможности и координируя действия с союзниками по НАТО. Мы представили обобщенные рекомендации Военного совета и Министерства сообщения. Принципы понятны и должны учитываться. Ни один военный поезд оккупанта не будет передвигаться по территории Латвии. Сейчас мы работаем над детализированным планом, который позволит при необходимости немедленно перекрыть автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. Если военная угроза усилится, мы не исключаем демонтаж дорог и железнодорожных путей. Венгрия и Украина на ножах. Очередной скандал. Премьер Орбан и глава МИД Сиярто заявили, что Украина грубо и открыто вмешивается в венгерскую избирательную кампанию, поддерживая оппозиционную партию ТИСА. По версии Будапешта, Киеву нужна победа оппозиции, чтобы получить согласие Венгрии на вступление Украины в ЕС. Заявления прозвучали после того, как Украина вызвала венгерского посла и обвинила Будапешт в распространении ложных обвинений. Сегодня, во время вызова венгерского посла в Киеве, стало ясно, что Украина намерена продолжать вмешательство в венгерские выборы. В их интересах по-прежнему победа партии ТИСА, однако мы со своей стороны будем защищать суверенитет Венгрии. Мы защитим право венгерского народа самостоятельно принимать решения о будущем своей страны. В украинском МИДе подчеркивают, что венгерскому послу был выражен решительный протест, а заявления Орбана и Сиярто являются ложными, и Киев не вмешивается в выборы. Мало того, требуют от Будапешта не вмешивать Украину в предвыборную кампанию партии Фидес Орбана. Киев делает шаг навстречу, говорится в заявлении МИД Украины. Подчеркнули, что Украина со своей стороны остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией. В этом контексте в очередной раз было акцентировано внимание на необходимости разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что, безусловно, соответствует интересам обоих народов и венгерского национального меньшинства в Украине.
Прикрытие союзника. В Кремле прошла вторая за 3 месяца встреча Путина с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шараа на фоне вопроса, который Москва предпочитает не произносить вслух. Российское издание РБК уточняет, что помимо экономики, одной из тем была судьба военных баз России в Сирии. В то же время Кремль закрыл тему экстрадиции Башара Асада глухой стеной молчания. «Тему Асада мы никак не комментируем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов. Какова позиция российской стороны по этому вопросу? Дамаск открыто рассчитывает на выдачу бывшего сирийского лидера с учетом открытых против него уголовных дел по обвинению в пытках и убийствах на родине. Западные медиа уточняют, Асад прекрасно чувствует себя в России. Его семья долгие годы скупала элитную недвижимость в сердце Москвы, пока в Сирии шла война. В частности, близким Асада, по данным Financial Times, принадлежит минимум 19 квартир в Москва-Сити на сумму до $40 миллионов. Сам Асад формально нигде не значится владельцем, но семейный бетонный след в самом дорогом районе столицы более чем заметен. После побега Асада в Москву в декабре 2024 года The Guardian утверждала, что сейчас Асад живет на Рублевке и освежает свои знания по офтальмологии. Он изучает русский язык и вновь освежает знания по офтальмологии, сказал друг семьи Асада, который поддерживает с ними связь. Это его страсть. Ему явно не нужны деньги. Еще до начала войны в Сирии он регулярно практиковал офтальмологию в Дамаске. Продолжил он, предположив, что целевой клиентурой могут стать богатые элиты Москвы. Воскресные переговоры подтверждены. Россия и Украина вновь сядут за стол переговоров. 1 февраля уже официально заявили и Киев, и Москва. Однако Уиткова и Кушнера не будет на этой встрече, как прежде. Об этом заявил госсекретарь США Рубио. Встреча будет двусторонней, но представители США смогут присоединиться к ней, однако кто именно, не ясно. Кроме того, Рубио заявил, что Европе не обойтись без поддержки США в вопросе гарантий безопасности для Украины. Однако эти гарантии безопасности, по сути, сводятся к развертыванию небольшого количества европейских войск, в основном французских и британских, а также к американскому бэкапу. Но в действительности гарантией безопасности является именно американская поддержка. И я не умаляю того факта, что некоторые европейские страны готовы разместить свои войска в послевоенной Украине. Я указываю лишь на то, что без американского бэкстопа все это не имеет значения. Безопасность гарантирует Зеленскому и Кремль, и если он прилетит в Москву на переговоры с Путиным. Так Москва ответила Банковой на заявление о готовности к двустороннему диалогу. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву, и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. Поездка Зеленского в Москву – это попытка его ареста или же ликвидации спецоперации России. Такие версии уже обсуждают с украинской и российской стороны. И не просто так. Зеленский по сей день находится в розыске МВД России. Информация об этом появилась в мае 2024 года. И в базе силовиков он появился не один, а вместе с бывшим президентом Украины Порошенко, о чем писала российская пресса, не уточняя, по каким статьям хотят судить украинских президентов. Ранее представители российской власти заявляли, что Зеленский может чувствовать себя в безопасности в Москве, но в тюрьме. Напомню, в сентябре прошлого года Кремль предлагал Зеленскому встречу в российской столице. Тогда Зеленский ответил так, далее цитата: «Если хочешь, чтобы встречи не было, нужно пригласить меня в Москву». Конец цитаты. Требование Путина выполнено. Американский ответ Москве. Спустя практически 3 недели Белый дом выполнил обещание. Штаты по решению Трампа освободили из-под ареста российских моряков, задержанных после захвата танкера «Маринера» под российским флагом в Северной Атлантике в начале января этого года. Напомню, что задержка с выполнением обещания, которое было дано Трампом еще 9 января, вызвала недоумение, разочарование и раздражение в Кремле. Но вопрос был доведен до политического финала. В МИД РФ подтвердили – моряки едут домой. 2 российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию. Потери России. Ответный огонь за уничтожение авиатехники Киева. ВСУ нанесли удар по российской авиации. Z-блогеры признают потерю. Герои не умирают. Семьям поможем. Комментировать тут нечего. Война, мать ее. Была война, честно скажу. С обеда надеялись, молились, верили. Но
Другой известный российский профильный авиапаблик Fighter Bomber с полумиллионной аудиторией публикует фото истребителя, которое подкрепляет стихотворением о войне и потере на фронте. Российский канал «Военный осведомитель» также пишет о потере, ссылаясь на украинские медиа о том, что удар произошел в районе острова Змеиный над Черным морем. СМИ Украины при этом пишут, Россия потеряла истребитель в результате удара по нем ЗРК «Патриот». А синт-аналитики при этом публикуют еще и информацию о потере не Су-34, а Су-30. Минус Су-30 на южном направлении сегодня вечером. Экипаж не выжил? На момент публикации выпуска в Украинском совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что за сутки были сбиты 2 российских самолета – Су-34 и Су-30. Российская Минобороны не комментировала потерю. Экстремальная массовая высадка десанта. Силы США идут в атаку. Цель – ведение боевых действий в условиях холодной погоды и повышение совместной боеготовности. В Вашингтоне заявляют, воздушно-десантная операция стала центральным элементом учений и была направлена на проверку способности к быстрому вводу сил, координации подразделений и управления войсками в зимних условиях. Сразу после приземления военнослужащие отрабатывали имитацию огневых контактов, маневры передвижения и оборонительные действия, воспроизводя сценарии, используемые при планировании операций в северных и арктических районах. Все это в рамках военных учений с Японией. Высадка десанта произошла на острове Хоккайдо. Northwind — одни из нескольких регулярных совместных учений США и Японии, ориентированных на ведение объединенных операций в максимально приближенных к реальности условиях. Учения направлены на согласование тактики, методов и процедур двух армий, а также на проверку их способности действовать как единое соединение в сценариях высокой интенсивности. 11-я воздушно-десантная дивизия все чаще используется как передовое соединение для учений на Аляске, в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, отражая смещение приоритетов армии США в сторону холодных климатических и экспедиционных операций, пишет Defense Block. Отмыв денег. Масштабная спецоперация в Германии. В центре внимания Франкфурт на Майне. В финансовом сердце страны беспрецедентные обыски. Силовики вошли в штаб-квартиру крупнейшего банка страны – Deutsche Bank. Речь идет о подозрениях в отмывании денег и связях с иностранными структурами, которые могли использоваться для сомнительных операций. По данным СМИ, в центре внимания компании, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС. В Deutsche Bank подтвердили обыски и заявили о полном сотрудничестве со следствием. На события отреагировали и представители Абрамовича, заявив следующее. Ответ публикует издание «Шпигель». Адвокат Абрамовича заявил: «Нашему доверителю неизвестно о каких-либо расследованиях немецких властей по этому делу». По его словам, Абрамович всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и правилами. Любые утверждения об обратном являются ложными и наносящими ущерб репутации. Громкое обвинение в перекачке черных средств. Президент Казахстана Токаев взорвал повестку, заявив, что через один из банков Казахстана за год прокачали почти 14 миллиардов долларов из, далее цитата, «сопредельной страны», и деньги ушли дальше за границу. Речь идет о более чем 7 триллионах тенге. Астана называет это событие возмутительным. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Токаев не называет, какая страна замешана в схемах, называя ее просто сопредельной. Напомню, Казахстан граничит с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. При этом издание Moscow Times пишет, речь явно идет о России, и это жесткий упрек в адрес Путина. Издание напоминает, что массовое дистанционное оформление карт казахстанских банков россиянами началось после введения санкций против России. Власти Казахстана постепенно закрывают эти схемы. Заявление прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, дистанционно оформивших банковские карты в Казахстане. Некоторым из них сообщили о расследованиях, якобы проводимых в Казахстане. Президент Колумбии, которого Трамп пригласил в гости в Белый дом, устроил скандал на официальной церемонии повторного открытия больницы Сан-Хуан-де-Диос. Там он внезапно заговорил о постели и личной интимной жизни. Он публично заявил, что ему не интересно, что Трамп делал в кровати и что журналистам вообще не должно быть дела до того, что он сам делает в постели. Эти заявления прозвучали не на ток-шоу, а на государственном мероприятии и мгновенно вызвали шок и волну критики. Поэтому мне не интересно, что делал господин Трамп в постели, и я не собираюсь спрашивать. И ни одному журналисту-сплетнику не должно быть интересно, что я делаю в постели. Я делаю очень хорошие вещи.
И думаю, что меня никто не забудет, потому что я буду незабываем. Кто-нибудь потом расскажет. Но я сам этого не рассказываю, потому что власть не должна вмешиваться в интимную жизнь. Иначе свобода умирает мгновенно. И мы снова автоматически превращаемся в рабов и рабынь. Напомню, Густаво Петро попадал в непростой скандал в 2024 году и, вероятно, был уличен в измене своей жене с трансгендерной женщиной. В сети появились кадры его прогулки за ручку с трансгендерной моделью Линдой Епес в Панаме. Тогда Петро заявлял, что он не гей, а гетеросексуал. Россияне против нечисти. Страна массово вооружается осиновыми кольями. За 2025 год спрос на них в России вырос в 4 раза при среднем чеке 333 рубля. Об этом пишет издание РБК. В целом рынок магических атрибутов рванул вверх на 50%. Обереги покупают все чаще, их продажи выросли более чем вдвое и заняли треть рынка. Руны пошли в рост, стеклянные шары разлетаются более чем в 2 раза чаще, в ход идут куклы Вуду, маятники и черные свечи. На этом фоне карты Таро впервые сдают позиции, спрос слегка просел. Также в исследовании указано, что россияне стали значительно чаще приобретать стеклянные шары. Рост спроса – 101%. Кроме того, увеличился спрос на куклы Вуду на 63%, маятники для биолокации – 34% и на черные свечи – 8%. Засолили чиновников. В сети обсуждают завирусившийся ролик, снятый, как утверждается, на одном из рынков в Узбекистане. Торговые площади охватили скандал. Женщин выгнали с торговых мест, запретив им работать, и терпение лопнуло. В ответ на действия администрации рынка началась жесткая перепалка. Продавщицы пошли в атаку и облили ответственных лиц соленьями. Протест вышел громким, соленым и унизительным. Рынок на время превратился в арену открытого бунта. Друзья, спасибо вам за понимание, за то, что умеете слышать, слушать, за то, что поддерживаете меня. Вновь вам всем говорю за это спасибо. Хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.